Всем привет! Военный конфликт на Украине длится уже больше года. Боевые действия унесли жизни свыше 8 тысяч мирных жителей, в том числе 500 детей. 13 с лишним тысяч человек получили ранения. По оценкам ООН, около 14 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, а 18 миллионов из-за нехватки воды и электричества остро нуждаются в гуманитарной помощи. В Белгородской и Курской областях десятки погибших, тысячи пострадавших и обескровленных людей. Некогда общее экономическое, политическое и культурное пространство разрывают теперь бомбы и снаряды. А пропаганда накачивает народы взаимной ненавистью, подогревая в них агрессивный национализм и злорадство новостями о страданиях таких же, как они, простых трудящихся людей по одну и другую сторону границы. Что же стало причиной этой геополитической катастрофы? Кажется странным задавать такой вопрос в 2023 году. Ведь нам популярно разъяснили, что цель СВО – денацификация, демилитаризация и десатанизация Украины. А российские войска посланы на Запад, чтобы защитить интересы русских людей, спасти от смерти детей Донбасса, уберечь памятники советским солдатам-освободителям и, конечно, не допустить проникновения бездуховности и содомии в российское общество. Правда, звучит это не очень убедительно в исполнении тех, кто сам стыдливо прикрывает фанеркой мавзолей Ленина во время парада 9 мая, повышает народу пенсионный возраст, обеспечивает крупный бизнес огромными льготами на фоне скандального уровня социального неравенства в стране. Ну а лозунг «своих не бросаем» звучит как насмешка, скажем, для жителей Приднестровья, которые еще в 2006 году на референдуме выразили желание войти в состав России. Да и сам Донецк с Луганском 8 лет существовали на птичьих правах, пока солидные господа торговались за столами нормандских форматов и Минских соглашений. Впрочем, по ту сторону фронта аргументы не лучше. Всерьез говорить о том, что бункерный дед забыл выпить таблетки и возомнил себя Наполеоном, может лишь махровый идеалист. В капиталистическом мире войны выражают собой столкновение экономических интересов, ради которых стороны конфликта несут значительные издержки, слишком большие, чтобы объяснять их лишь чьей-то глупой прихотью. Так какие же материальные причины подтолкнули российский капитал к началу военных действий? Попробуем найти ответ. Ну а пока подпишитесь на наши соцсети ВКонтакте и в Телеграме и не забывайте следить за выпусками чисел недели. Для начала немного теории. Мировой капитализм еще в конце XIX века перешел в новую для себя стадию развития – империализм. Процессы монополизации приводят к образованию крупного бизнеса, который стремится подчинить себе рынки других стран, а конкуренция капиталов выходит на международный уровень. Чтобы в ней преуспеть, бизнес идет на союз с государством, которое защищает интересы корпораций на национальном рынке и расчищает им дорогу на международном. В ход идут инструменты экономической политики, дипломатическое давление, работа спецслужб и, конечно, вооруженные силы. Таким образом, империализм есть не что иное, как государственно-монополистический капитализм. Связь бизнеса и власти проявляет себя в двух формах. Во-первых, участием государства в капитале частных фирм. В России примером являются крупные акционерные общества – «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Сбербанк» и вот, например, «Аэрофлот». До 2022 года государство владело 57% акций компании. А прошлым летом компания провела дополнительную эмиссию своих акций, которые были куплены государством. В результате его доля в компании выросла до 74%, а сам Аэрофлот получил 53 миллиарда рублей, которые помогли ему смягчить последствия жестких внешних санкций. В целом, участие государства в крупном бизнесе позволяет привлекать дополнительные деньги в бюджет, а также использовать зонтик госсобственности для распределения прибыли компании в пользу приближенных к власти лиц, которые назначаются в совет директоров. Во-вторых, государство прибегает к политике протекционизма. Она включает в себя не только заградительные меры, например, таможенные пошлины и торговые квоты, призванные защитить местный бизнес от внешней конкуренции, но и его прямую поддержку через субсидии и госзаказ. В современном мире государства большинства стран мира все активнее вмешиваются в регулирование рынка, вводя новые ограничения. Это свойство современного капитализма именуется деглобализацией, и в ней мир пребывает в течение последних 1,5 десятилетий. Об этом явлении мы рассказывали в одном из прошлых роликов. Важным свойством империализма является вывоз капитала, который приобретает все более важную роль в борьбе за внешнюю экспансию. Вывоз капитала – это создание бизнеса за рубежом, который позволяет получать прибыль от эксплуатации местной рабочей силы и природных ресурсов. Крупнейшие империалистические страны периодически сталкиваются с проблемой перенакопления капитала. Такое происходит тогда, когда при текущем уровне технологического развития все рыночные ниши и ресурсы оказываются уже заняты, и вкладывать капитал уже некуда. Прибыль не растет.
Единственный выход — внедрять новые технологии, а устаревшие производства переносить в отсталые страны, где их можно оживить с помощью дешевой рабочей силы и природных ресурсов. Так проявляют себя центропериферические отношения в капиталистическом мире. Капитал любой сильной экономики стремится создать свою собственную периферию, которую можно использовать в качестве ресурса для извлечения прибыли. Впрочем, это не означает, что вывоз капитала — это явление, свойственное только передовым, самым промышленно развитым экономикам современного мира. Бизнес любой страны стремится к внешней экспансии. Другое дело, что не у всех хватает для этого как самого свободного капитала, так и возможностей для его приложения вовне. Таким образом, масштабы вывоза капитала будут отражать то, насколько империалистическим будет поведение бизнеса и государства на мировой арене. В экономической статистике вывоз капитала можно проиллюстрировать таким показателем, как прямые иностранные инвестиции. Это такие капиталовложения, которые осуществляются для контроля или приобретения устойчивого влияния на предприятие, расположенное в другой стране. К прямым относят те инвестиции, которые обеспечивают собственнику не менее 10% участия в капитале и, соответственно, голосов в управлении предприятием. Неплохим ориентиром для определения масштабов вывоза капитала является деятельность транснациональных корпораций, которые распространяют свое влияние на целые страны и континенты, осуществляя там прямые инвестиции. Большинство таких корпораций представляют центр мирового капитализма — Западную Европу, Северную Америку и их союзников. Но есть такие компании и в странах второго эшелона, то есть полупериферии — Китае, России, Бразилии, Индии, Южной Африки и некоторых других. Их сила и возможности в целом уступают корпорациям из стран центра, однако они тоже имеют свои, чаще региональные интересы. Страны чистой периферии практически не имеют своих ТНК и сами играют роль реципиентов капитала, приходящего из более развитых стран. А что же Россия? Наша экономика не является исключением. В силу ее рыночной природы она, так же как и все, живет по законам капитализма. Российский бизнес уступает по своим возможностям и амбициям европейскому и американскому. Однако среди российских компаний есть и транснациональные корпорации, которые распространяют свои аппетиты на слабые и отсталые регионы. Как оценить масштаб вывоза капитала из России? Сделать это непросто, несмотря на довольно подробную статистику от Центрального банка. Дело в том, что большая часть прямых инвестиций уходит из России на Кипр. Его преимущество — низкий уровень налогов на бизнес, что позволяет сокращать расходы. После этого большая часть капитала возвращается обратно из Кипра и других подобных стран в Россию в виде прямых иностранных инвестиций, а остаток направляется в другие регионы, представляющие интерес для российского бизнеса. Главным из них является территория постсоветского пространства, которая играет роль периферии российского капитала. Корпорации из России доминируют на рынке капитала СНГ. Об этом свидетельствуют данные мониторинга взаимных инвестиций, которые публикует Евразийский банк развития. Эти отчеты ценны тем, что учитывают оборот капитала через офшорные зоны, поэтому рисуют более достоверную картину внешних амбиций российского бизнеса. Итак, общий объем взаимных прямых инвестиций между странами СНГ в 2022 году составил $44,5 миллиардов. Почти 80% этой суммы приходится на российские корпорации. Как видно из этой диаграммы, инвестиционная активность на пространстве СНГ существенно снизилась в последнее время. В 2012 году объем накопленных инвестиций составлял почти $55 миллиардов. С учетом долларовой инфляции в 2022 году эта сумма соответствовала бы почти $70 миллиардам. Но на деле инвестиции даже упали до 44. И это неудивительно, учитывая плачевное состояние постсоветской экономики после кризиса 2014 года. Национальные валюты существенно обесценились к доллару, а темпы роста ВВП держатся с тех пор на около нулевой отметке. Ну и, конечно, политические события последних 10 лет, в первую очередь санкции, существенно подточили позиции российского капитала за рубежом. Отраслевая структура инвестиций довольно разнообразна. Лидирует нефтегазовый сектор, но есть и транспорт, финансы, химическая промышленность, металлургия. Российский капитал ожидаемо доминирует в большинстве крупных сделок. Остальные страны СНГ, за исключением, пожалуй, Казахстана и Азербайджана, занимаются лишь небольшими капиталовложениями в проекты от 1 до 20 миллионов долларов. В 2022 году основным местом приложения инвестиций в СНГ был Казахстан. Там накоплено более $10 миллиардов прямых капиталовложений. На втором месте Узбекистан — 9 миллиардов и Белоруссия — $5,5 миллиардов. Но 10 лет назад все было по-другому. Лидировала Украина, в которой странами СНГ было вложено более $17 миллиардов. Значительная сумма, около 10% ВВП этой страны. По большей части эти активы имели российское происхождение. В украинскую экономику инвестировали многие крупные российские компании. Список активов на экране. В 2012 году, то есть до Майдана, в нефтегазовом секторе значительными активами на Украине обладали Лукойл, Татнефть, ТНК BP и Альфа Групп.
В электроэнергетике Украины господствовали «Газпром», «Силовые машины», «Энерджи Стандарт», «Альфа-Групп», группа «Лужники», «Руком» и другие. В металлургии и горнодобывающей промышленности крупнейшими инвесторами на Украине были «Русал», «Рособоронэкспорт», компании «Северсталь», «Евраз», «Ренова», группа «Лужники» и «Смарт-Холдинг». В украинском машиностроении пустили свои корни российский ГАЗ и УАЗ, а также Трансмашхолдинг, Атомэнергомаш, Смарт-Холдинг и Энергетический стандарт. В строительной отрасли доминировали инвестиции Росатома и Смарт-Холдинга. Рядом украинских банков владели Альфа-Групп, Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Банк Москвы, Лукойл, Национальная резервная компания, Тройка Диалог, Ренессанс Капитал, группа Лужники и другие крупные российские инвесторы. А в сфере телекоммуникаций один только Вимпелком вложил в бизнес-проекты на Украине более 3 миллиардов долларов. А кроме него местный рынок осваивали также МТС и Мегафон. Интересно географическое распределение инвестиций из СНГ на Украине в домайданную эпоху. На первом месте ожидаемо расположилась столица Украины, Киев, вместе с областью. А следуют за ними территории Юго-Востока, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области и, разумеется, Крым, в борьбе за который российский капитал вступил в ожесточенную схватку с западным миром. До 2014 года российские олигархи чувствовали себя на Украине вполне вольготно и спокойно, несмотря на ряд трудностей, связанных с событиями Первого Майдана 2004-2005 годов. Западный капитал уже тогда пытался вытеснить российских конкурентов из Украины, но с первого раза не получилось. После Ющенко к власти пришел Янукович, ранее занимавший пост премьер-министра, и проводивший в целом благоприятную политику в отношении российских компаний. Они продолжили накапливать инвестиции в экономике западного соседа, участвуя в приватизации государственной собственности, используя газотранспортную систему страны и пользуясь преференциями членства Украины в зоне свободной торговли СНГ. Дело подошло к тому, чтобы принять Киев в таможенный союз с Москвой. Ради этого Януковичу даже выделили кредит на 3 миллиарда долларов из Фонда национального благосостояния. Эти долги Украины до сих пор числятся в активах фонда, хотя понятно, что никто их уже никогда не вернет. Но эти меры не помогли. На Украине случился второй Майдан, приведший к власти Порошенко. Заняв президентское кресло, он первым делом запретил компаниям из России участвовать в приватизации государственного имущества. А правительство стало последовательно усложнять жизнь российскому бизнесу, вытесняя его из страны, вынуждая продавать свои активы с большим дисконтом и даже напрямую национализируя их. Так, под давлением силовиков, налоговой и неформальных боевых отрядов Лукойлу пришлось продать сеть из 240 автозаправок и 6 нефтебаз австрийской компании Amic Energy Management. Позже компания олигарха Олег I продала нефтехимический завод «Лукор» и химкомбинат «Карпатнефтехим», свой последний актив на Украине. Компания ВСМПО «Ависма», подконтрольная Ростеху, лишилась Демуринского горнообогатительного комбината. Одесский нефтеперерабатывающий завод, когда-то принадлежавший Лукойлу и ВТБ, был национализирован. X5 Retail Group продала сеть супермаркетов «Перекресток» украинской компании «Варус». Избавиться от украинских активов вынудили Росгосстрах и ресторанную компанию «Росинтер». «Северсталь» продала завод металлоизделий «Днепрометис», а у «Транснефти» конфисковали «Прикарпат Западтранс». Олигарх Яковлев был вынужден закрыть свою сеть магазинов «Эльдорадо». Российский Первый канал продал украинским собственникам 29% телеканала «Интер». Авиакомпания «Ютейр» лишилась своего украинского авиатранспортного подразделения, а МТС Украина продала часть своего бизнеса украинскому оператору «Вега». Крупной потерей стала национализация Запорожского алюминиевого завода, принадлежавшего «Русалу», а у Трансмашхолдинга был национализирован Шполянский завод запасных частей. Альфа-банк, который явно надеялся на защиту от политических рисков благодаря своей формальной регистрации в ЕС на Кипре, в итоге продал свой крупный украинский актив – Неосбанк. А российская финансовая структура «Тройка Диалог» уступила украинское подразделение киевскому контрагенту. В общем, этот список можно продолжать долго. Украинские власти запрещали российские соцсети и СМИ, вводили персональные санкции против олигархов и чиновников, которые со времен Майдана теряли на Украине миллиарды долларов. Вдобавок ко всему, обесценившаяся в 2014 году гривна снизила и без того тающие российские активы. А в 2018 году в Верховную Раду был внесен законопроект, дающий правительству право национализации активов, принадлежавших российским собственникам. Закон долгое время не принимали, очевидно, опасаясь агрессивных действий Москвы, но при этом продолжали постепенно вытеснять российский бизнес из страны, расширяя санкции против физических и юридических лиц. Впрочем, без боя наши толстосумы сдаваться не хотели, пытаясь тщательно замаскировать свои коммерческие интересы на Украине. Так, спустя несколько лет выяснилось, что «Лукойл» продал свою сеть автозаправок австрийской фирме, связанной с одним из бывших топ-менеджеров российской компании.
2015 года новый владелец искусственно завышал расходы предприятия, декларируя убытки, а отмытые таким образом деньги переводил за границу в пользу «Лукойла». Но сколько веревочки не виться, а конец будет. Суд наложил арест на активы Amic Energy, и, скорее всего, теперь они обретут нового собственника, уже не аффилированного с российским олигархом. Короче говоря, всем было ясно, что полная потеря российских активов на Украине – дело времени. И тогда наступил 2022 год. Молниеносный захват Киева с последующим назначением марионеточного правительства должны были отменить все введенные ограничения и вновь открыть Украину российскому капиталу. Но что-то пошло не так. И уже 1 апреля Рада приняла закон о национализации имущества россиян на Украине. Впрочем, некоторые активы, как, например, принадлежащий Роснефти Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, остались на территории, занятой российскими войсками. Правда, ущерб, нанесенный заводу боевыми действиями, вывел его из строя. И теперь для восстановления работы предприятия потребуются значительные капиталовложения. Интересы российского капитала на Украине и всем постсоветском пространстве лежат на поверхности. Тандем бизнеса и власти вступил в ожесточенную схватку за сохранение контроля над своей кормовой базой. Впрочем, все явления в нашем мире многофакторны, и защита прямых инвестиций на Украине – это лишь одна из причин, побудившая капиталистов пойти на столь рискованный шаг. В конечном счете 17 миллиардов долларов, вложенных в украинскую экономику, не стоят тех потенциальных потерь, которые может понести российская олигархия в случае своего поражения. Однако утрата контроля над Украиной – это мощный удар по лидерству российского капитала на всем постсоветском пространстве, подрыв его авторитета и контроля над экономиками соседних стран. А там недалеко остаться и без нефтяных вышек, металлургических комбинатов, трубопроводов и банков внутри самой России. Как мы уже рассказывали в ролике о кризисе евразийской интеграции, ближайшие союзники Кремля уже давно дрейфуют в сторону более привлекательных экономических центров – к Китаю, Турции, Евросоюзу. А тут еще и госсекретарь США Энтони Блинкен проехался с турне по странам Средней Азии, предлагая им преференции в обмен на соблюдение санкций против России. И эти санкции уже приносят эффект. Сбер и Альфа-банк были вынуждены продать свои дочерние структуры в Казахстане после того, как их деятельность в стране была фактически заблокирована. Теперь дамоклов меч нависает над активами наших олигархов на всем пространстве СНГ. И кто знает, какими методами они станут защищать здесь свои капиталы. Закончу моей любимой цитатой дедушки Ленина, которая как нельзя лучше описывает политическую картину последнего времени. Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями и обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.